9 мая 1906 года Александр Александрович Блок привел сюда, в привокзальный ресторан станции Озерки, своего близкого друга Евгения Иванова. Вот как описывает это Иванов. «Пошли на озеро, где скрипят уключенные, визг женский. Потом Саша с какой-то нежностью ко мне, как Вергилий к Данте, указывал на позолоченный крендель булочный, на вывеске. Все это он показывал с большой любовью, как бы желая ввести меня в тот путь, которым ввелся он тогда, в тот вечер, как появилась незнакомка». «Незнакомка» — это ключевое стихотворение второго тома стихов Александра Блока. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали, над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе, ко всему приученный, бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен и влагой терпкой и таинственной, как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas» кричат. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веет древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, и всей души моей излучины пронзило терпкое вино. И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие, бездонные, цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. Композиционно стихотворение «Незнакомка» выстроено достаточно сложно и в то же самое время органично. Первая часть стихотворения заканчивается латинской цитатой: «И пьяницы с глазами кроликов in vino veritas кричат». И финальная строфа завершается тем же самым высказыванием, только теперь уже сказанным по-русски. Ты право, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. С другой стороны, главным принципом стихотворения оказывается рассказ о событиях, которые предшествуют встрече лирического героя с незнакомкой в привокзальном ресторане, и тем, что последует после этой встречи. Итак, до встречи, во время встречи и после. Миры, которые предстают перед нами до встречи, и миры, которые предстают после, разнятся. Если в первом мы видим, как торжествует пошлость, бытовизм, где нарушены законы гармонии, гармонии не земной, не здешней, те самые законы, которые царят в первом томе стихов Блока, то здесь вечерами происходит не встреча с прекрасной дамой, а встреча с совсем другими людьми, остряками, которые заламывают
котелки, дамами, чей визг раздается над Шуваловскими озерами. Здесь мы видим те же самые символы, границы миров, шлагбаум, окно, крендель булочный. Однако эти символы лишаются своей мистической глубины. И таким образом поэт попадает в самый центр страшного мира. Страшного, потому что любовь здесь продажная, потому что солнце превращается в бессмысленно кривящийся диск, потому что даже весенний дух здесь тлетворен. Вторая часть стихотворения начинается вроде бы так же, как первая. Если вначале было сказано «по вечерам», то теперь Блок пишет «и каждый вечер в час назначенный». Но теперь мы становимся свидетелями не продажной любви, а подлинного свидания поэта с мистической прекрасной дамой, которая предстает перед ним в образе незнакомки. В ее образе главным оказывается не конкретика деталей, дыша духами, упругие шелка, в кольцах узкая рука. Главным оказывается тот ореол тайны, который окружает ее. Поэтому она не просто входит, дыша духами, но и туманами, всегда без спутников, одна. И когда герой смотрит на прекрасную даму, за вуалью он видит не лицо, он видит берег очарованный и очарованную даль. Таким образом, проявляется верность Блока идеалу вечно женственного, того, что его влечет. И одновременно мы видим, как окраина Петербурга, где главными жителями оказываются люди с улицы, фавориты Луны, как их называют в Париже, проститутки, пьяницы, нищие. Мы видим, как этот мир преображается и обнажает свои глубинные тайны. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, и всей души моей излучены пронзило терпкое вино. Пишет Александр Александрович Блок. Таким образом, стихотворение «Незнакомка» становится символом антитезы пошлого, продажного, мелочного и антитезы прекрасного, возвышенного и таинственного. Те дали, которые открываются Блоку, теперь уже не дали мистические, окружающие его, но это дали его души, то, что скрывается внутри. А незнакомка может оборачиваться как своей прекрасной возвышенной стороной, так и низменной, и даже дьявольской, как потом он скажет об этом сам.